Всем привет! Сразу скажу, что это видео не рекламное. То, что я буду в нем показывать, это мой непосредственный опыт. То, что мне позволяло увеличивать продажи, не терять лиды клиентов и, соответственно, подписывать договоры. Это полезные штуки, своего рода лайфхаки, хотя многие их применяют, но, к сожалению, многие нет. Многие тратят деньги на рекламу в Яндексе, в Гугле, за каждый клик платят денежные средства, но у них нет этого элементарного инструмента. Все видео посвящено одному продукту – это чат. Также в этом видео я вам расскажу об инновационном продукте, который сейчас внедряется в чат. Многие, наверное, тоже это знают, кто-то не знает. Я уверен, что это видео будет полезное. Поэтому ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на меня. И прямо сейчас, пожалуйста, подпишитесь. Я уверен, что видео будет полезное. Повторюсь, это не реклама. Но я буду показывать конкретные чаты, с которыми я работал лично. Вы далее анализируйте рынок, сопоставляйте и выбирайте тот чат, который вам полезен и эффективен. И сейчас я скажу и расскажу вам, почему люди не применяют его и каким образом они теряют лиды. Сейчас в Москве порядка около 4 часов утра, и я хочу что-либо заказать в интернете. Сейчас вам продемонстрирую экран, и с этого мы и начнем. Так, 2 секундочки. Вот, есть чат, живо-чат, не реклама. Я его использовал, он мне был удобен. У вас, например, есть сайт. Представьте, что это ваш сайт. Вы продаете кондиционеры, продаете мебель, цветы, торты, продаете что угодно. И ваш клиент хочет заказать. У вас есть стандартные какие-то, да, там формы, оставьте тут, там. Но есть один блок, вот он, справа здесь, это чат, который устанавливается через специальные приложения, авторизовываются. Они бывают платные, и на первых порах они бывают бесплатные, что очень удобно. То есть какие-то функции ограничены, но с ним можно взаимодействовать, но стоит он не таких денег. Но его обязательно нужно установить. Почему обязательно? Вы на сайт, как правило, что такое сайт? Это визитка. Вы на него гоните трафик, платите за него деньги. Неважно откуда, из Яндекса, из Гугла или из социальных сетей или еще откуда-то. Ваш потребитель приходит на сайт и заказывает именно на нем, смотрит и делает заказ. Чат позволяет контактировать с этими клиентами, с вашими заказчиками. Главное несоответствие, которое может быть, когда вы в чате ставите сразу запросить форму в виде контактов, в виде адреса, имейла, еще каких-то имен и всего остального. Это ошибка. Для чего нужен чат? В первую очередь для коммуникации. Многие люди не готовы звонить, не готовы общаться, говорить с вашими консультантами. Им не интересно. Вот они находятся сейчас на конкретной странице, как я, в Москве 3:34. Я хочу сделать заказ, хочу написать. Ну, понятно, что колл-центр ни у кого не работает, но у многих и не работает чат. А так можно писать в нем, и чат можно настроить на ответы, что он будет не отвечать стандартными фразами. Или, возможно, кто-то из ответственных сотрудников по очереди, тоже можно в отделе продаж назначать, они будут дежурить и захватывать эти лиды. Я тоже так делал. Так вот, в чате непосредственно нужно писать, отвечать. Чат помнит вашего клиента. Допустим, он ушел с сайта и через 3 дня только вернулся. Чат его вспомнит и продолжит с ним диалог и поднимет его. Вы всегда будете видеть хронологию. Далее чат всегда интегрируется непосредственно с CRM-системами, например, там Bittrex или AMA CRM. И когда человек пишет сюда, он впоследствии после разговора с вами, например, оставил контакты, создается лид
в системе, и вы уже видите, что у вас есть лид, который пришел непосредственно из чата, и вы дальше продолжаете его обрабатывать для того, чтобы с ним подписать договор или там вывести его на сделку. Важный момент, что здесь можно также и настраивать и оплаты, и продажи, и, конечно, и буду повторять, не включайте его на прием заявок, когда люди просто оставляют какие-то контакты. С людьми нужно общаться, и это очень важно сделать. Например, покажу вам сейчас сайт. Я вот в поисковичке здесь, в Яндексе, занес информацию «Купить кондиционер». Видите, здесь первые строки указана реклама, реклама, реклама. Вот, например, вот кликну на вот это вот оранжевый, да, «Купить кондиционер». Хочу купить сейчас кондиционер. Они платят за рекламу. Вот сейчас я их кликнул, у них списались денежные средства. Вот сайт такой объемный. И что здесь я вижу? Ну, как бы особо ничего. Есть контакты, когда люди работают, а реклама у них идет. То есть им настроили рекламную кампанию, сейчас вот утро, я вижу этот сайт, но они не могут принять мой трафик, потому что они по телефону не работают, или тут нужно как-то еще оставлять что-то непонятно что, я не знаю чего. А если бы здесь была история в виде окошка с чатом, я мог бы в него написать, робот мне мог бы ответить, сказать, что да, у нас такой-то прескурант, вы можете заказать, это будет очень удобно. Также мы можем вам дополнительно перезвонить, когда вам удобно указать. То есть он может общаться в рамках диалога. Но, конечно, было бы здорово, если бы вы периодически назначали дежурного, кто будет принимать обращения в чат, потому что чат интегрируется, например, с мобильным телефоном. Вот я сейчас работаю и могу принимать трафик спокойно на ответственного дежурного. Это может быть генеральный директор, там, не знаю, акционер, если это небольшая компания. Если крупная, то это какой-то старший роб, руководитель отдела продаж или старший менеджер продаж. Но на этого человека непосредственно будет сейчас заходить этот трафик, если бы я непосредственно написал. А так, все, что дают рекламу непосредственно эти кондиционерщики, ну, это неэффективно, потому что здесь нету чата. Если был бы чат, то, соответственно, я бы написал в него, прокомментировал и пообщался бы. Есть еще очень крутая штука, которую разрабатывает Сбербанк бизнес, и они уже разработали. Интеграция в обычный чат, вот в этот, искусственного интеллекта, когда берется шаблон в виде, ну, представим, что это таблица. В таблицу заносятся данные, скрипты продаж вашего продукта, допустим, кондиционеров. И там указываются диалоги шаблонные. Вот сколько стоят, какие модели, из какого сегмента вы хотите, такие-то, такие-то, такие-то. Это все заносится в чат-бот. Он принимает эту информацию и впоследствии, вот сейчас ночь, он взаимодействует с этой аудиторией. То есть он даже не как робот, а практически как человек общается с вашими клиентами. И единственное, тут, да, в Сбербанке вы платите за диалоги, которые не перешли на операторов. То есть если диалог полностью завершил бот, то вы за это не, вернее, вы за это не платите, а платите только за тот диалог, который переключился на оператора. Это означает, что бот самостоятельно не смог ответить. Это отлично удобная штука, которая позволяет вам сэкономить очень много денег. Вот, к примеру, мы находимся там в другом регионе, ночь, и у вас подключен этот бот. Это означает, что кто-то из другого часового пояса, не знаю, там, из Соединенных Штатов Америки, может зайти к вам на сайт, писать, и чат, бот будет с ним общаться. Это очень круто. И вам не нужно тратить деньги на дежурных,
Вам не нужно тратить деньги на операторов, на колл-центр. Это все будет делать непосредственно бот с искусственным интеллектом. И вот, к примеру, по-моему, месяц назад я узнавал в Сбере, это у них инновационный такой продукт, там первый месяц вообще был бесплатно тестинг этой всей истории, поэтому вы попробуйте, подключитесь, посмотрите по ценообразованию, что, ну, первое, что обязательно нужно сделать, возможно, не с искусственным интеллектом, но такой чат вам однозначно нужно поставить и отслеживать по нему конверсию и трафик. Когда мы его установили, по нему такая огромная аудитория, столько людей, которые заходят на сайт, которые приходят по рекламе, не кликают, не оставляют какие-то заявки, но они хотят просто пообщаться, поспрашивать какие-то детали по продукту. И это спасение, это удержание заказчиков и клиентов. И по кондиционированию, как я вам говорил, что вот у наших коллег, которых мы кликнули, у них нет чата. А вот есть, я показывал юристов, у них почему-то очень распространено, а у юристов есть чат. Они все разные. Вот я вам показал тот, которым я пользовался, а у юристов прям чат. Ты в него не пишешь, сразу всплывающее окно с подогревом. Я вот обращал внимание, что юристы прям прокачанные в отношении маркетинга, прям молодцы. А вот некоторые организации не особо. В следующих видео вы поставьте, пожалуйста, комментарий, будет ли вам интересно. Я вам расскажу о крутейшем роботе, который есть у Гугла, который экономит огромное количество денег. Вы можете развиваться на мир и при этом не нанимать англоговорящих, испаноговорящих и по различным языкам колл-центр. Это огромная экономия денег, но вы можете развиваться на мир. Если вам будет это интересно, поставьте лайки и скажите в комментариях, что да, интересно, и я запишу видео и расскажу обязательно об этом крутейшем продукте именно Гугла. Ставим лайки, подписываемся. Пока-пока.